Добрый день, друзья! Сегодня небольшой отчет о цветении орхидей, которые я вам показывала и всегда обещаю показать, когда они зацветут. Фронтера – самый непредсказуемый у меня цветок, который может распуститься совершенно по-разному. Я вам недавно показывала его. Разное его цветение в разное время года и даже в разные года. Он у меня примерно 6 лет, и первые 2 года цвел идеально, потом начал фокусничать, и 2 или 3 цветения были невероятные, бледные. Обязательно поставлю еще раз фотографию этого бледного цветения. Я вам сказала, давайте посмотрим в этом году, как он распустится. И посмотрите, как он меня порадовал. Он действительно распустился вот точно так, как заявлено в сорте. И как он цвел первый раз после покупки. Сейчас он очень яркий, с таким желто-зеленым фоном, но фронтера выцветает. Потом будет бледная, но эти все крапинки останутся такими же яркими. Вот если первый цветок распустился так, то и все остальные 2 бутончика распустятся точно так же. Он капризный. Последние 2 года выпускает всего по 3-4 бутончика. Цветет 3-4 цветочками, но цветет очень регулярно. Один из вопросов: купила орхидею, а она процвела совершенно по-другому. Есть такие орхидеи, например, по-моему, Каода, если я ничего не путаю, у нее 3 родителя. И она может процвести настоящей темной каодой, по-моему, каким-то розовым, вообще не похожим на каоду цветком, по-моему, белым. Ну вот если я ничего действительно не путаю, по-моему, еще у нее белый какой-то родитель. А так, когда вы покупаете каоду, она темно-винного цвета, даже ближе к черному такая. А вот может быть такие нюансы. Так что когда вы цветок купили и вам понравилось цветение, а в следующий раз совершенно другое, ну, нужно поискать, наверное, информацию в интернете. Может быть, это признаки другого родителя. Может быть и такое. Но моя фронтера фокусничает, как всегда, как хочет. Я очень рада, что в этот раз цветение идеальное. Зигопиталум, который выпустил 3 цветоноса, 2 из них почти распустил, на одном остался 1 бутончик, а 3-й цветонос он просто доращивает еще. Тоже будет 5 цветов. Мы ее с вами пересадили, разъединили. Первый куст я показывала, он уже отцветает. И вот второй кустик, оба кустика в хорошем состоянии, и дали вот такие замечательные цветоносы. Это из серии «Мама и детки». И только когда эта орхидея распустилась, я, к сожалению, не знаю ее название, я вспомнила ее историю. Все время думала, почему у этой орхидеи вдруг средний лист отвалился и пропал, и даже загнил. И история такова. Буквально перед отъездом на море муж переставлял стеллаж, и она упала со стеллажа. Было прекрасное растение, даже цветущее. Она упала, разбился горшок, естественно, орхидея вывалилась, мне ее пришлось пересадить. На следующий день мы уехали, нас не было 3 недели. А после этого вдруг внезапно у нее сгнила середина. Вообще непонятно. Но может быть это связано с падением и недосмотром, потому что меня действительно не было 3 недели. Но я как-то не обратила на это внимания, я просто забыла в том, что много домашних было дел. Но потом выпустила она детку, а я все время вспоминала, почему же у меня не цветет вот именно этот цветок, почему я его нигде не вижу. Я просто не написала, что это за
цветок и не знала ни его названия, ничего. И вот когда она выпустила детку, ждать пришлось долго. Вот она детка. И цветет сейчас детка. Я вспомнила всю эту страшную историю, а упала она с самой верхней полки. Ну, так получилось, ведь всякое бывает в жизни. Никто, конечно, не хотел специально ее уронить и специально... Может быть, там лист сломался, и поэтому она загнила. Уехали, не досмотрели. Но цветет, и я думаю, что когда она цветет, я отсажу детку. И детка продолжит свой рост вместо мамы, вместе с мамой. Может, она еще даст одну детку. Все может быть. И последняя из орхидей. Опять же, те, кто наблюдают за каналом моим и смотрят постоянно, знают, что мы в недалеком прошлом не реанимировали 3 орхидеи, а именно взяли 3 уценки и не пересаживали их, наращивали им корни в покупных горшках. И одна из этих... все их пересадили. Пересадили в чистый керамзит, как всегда. И одна из этих 3 орхидей, название я напишу ее внизу, она дала цветонос и зацвела. Знаем, что это орхидея. Сразу знали, что эта орхидея будет белого цвета. Вот такой цветонос. Вот такое будет цветение. Вот такой небольшой отчет. О том, что я показываю на канале, и вот такие завершения экспериментов, опытов, роста деток, цветения деток вместе с мамами, пересадки и капризы моих орхидей. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале!